А если не закатывают рукава, что ты, почему? Типа... Ну, а тогда она выглядит как привидение из Карлсона. Ну, так оно ж так и задумано, не? Нет, его можно так заворачивать. Не, просто понимаю, когда видно руки, видно, что там человек хоть есть внутри, а не... Типа это настолько оверсайз, что... Ну, да. О, мне кажется, я впервые в жизни попал в онлайне в моду. Ну, короче, я в этот раз не стал отрицать оверсайз, а сразу такой, ладно, я типа куплю пару вещей, которые вот... А в смысле никогда широкие. Уже все ходили в этом, абсолютно а ты такой, ну ладно, давай. Всю свою жизнь что-то входило в моду, я такой, вы чё, вообще с ума сошли? Нужно носить просто брюки. А потом... Ну что, привет. Привет, Оль. Как дела? Привет. Мы сегодня в черном оба. Да. Да, круто. Что это значит? Что у нас новый выпуск? И отличное настроение. Да. Кстати, если вы смотрите, вы заметили, что у меня меньше одежды, чем у Ольги. Ну, я в некоторых выпусках повторяюсь в одежде, а Ольга нет. Но у меня каждый раз разные трусы. А я хочу, чтобы наши зрители подписывались на канал, ставили лайки и нажимали колокольчик. Окей, спасибо очень раз вам за письма, они потрясающие. Не стесняйтесь, пишите еще. Да. Пишите о самых сокровенных каких-то... Писем так много крутых, что мне все сложнее и сложнее выбирать. Так, первое письмо. Проблема... вот, наконец-то, к сути. Здравствуйте, вот это вот все. Смотрю ваше шоу. Человек такой, быстро, у меня проблема. Главное, имена не перепутай. Да. Проблема у меня в следующем. Все мои отношения заканчиваются провалом, едва начавшись. Дело в том, что я знакомлюсь с девушками. Поначалу у нас идет все хорошо. Общаемся, гуляем, целуемся. Иногда даже доходит дело до постели. Но это продолжается максимум месяц. Как только я привязываюсь к девушкам и предлагаю начать отношения, мне отказывают под предлогом того, что я такой хороший и замечательный молодой человек, но они не готовы к серьезным отношениям. Конечно же, они меня уверяют, что дело в них, а никак не во мне. Но если это было бы разово, я не обращал бы внимания. Но с годами это начинает происходить все чаще. Поэтому я и думаю, что не так во мне, в моем общении с девушками, или меня просто тянет на таких, что тоже нехорошо. Из-за этого появляется страх, что когда я начну общение с новой девушкой и как только привяжусь к ней, то опять все пойдет по знакомому сценарию. В чем именно моя проблема и как мне ее исправить? Ты знаешь, мне очень нравится в этом письме, что человек допускает, что он сам выбирает динам. Да, понимаешь, это иногда то, к чему нам, то есть мне приходится подводить людей, которые пишут письмо, что, может быть, вы сами выбираете таких людей. По сути, это первое письмо, где чувак пишет, типа, я понимаю, что проблема во мне, и вообще эти женщины и девушки... Ну, смотри, если очень просто разложить, да, он знакомится с девушкой, ухаживает за ней, вроде бы все хорошо, потом я к ней привязываюсь, и они меня начинают динамить. То есть не хотят... Во-первых, мне нравится это письмо тем, что чаще всего мы слышим подобные душевные экзорцисы от девушек. Да, то есть со мной встречаются, но не хотят серьезных отношений. Да? А классно, что это написал парень. Это еще раз доказательство того, что все проблемы, с которых мы сталкиваемся в отношениях, они, в общем, в обе стороны. Дуально, безусловно. В общем, как мне кажется, ключевое, когда я начинаю к девушке привязываться. Она меня динамит. Вот тогда в этом месте у меня вопрос, что ты начинаешь делать, когда чувствуешь привязанность. Привязанность – это вообще очень тревожно для нас всех. Ты начинаешь бояться потерять человека. Пока понятно. Ты не привязан, ты позвонил, не позвонил, там своими делами занимаешься. Вот, а когда ты привязываешься, тебе уже, в общем-то, становится немного тревожно. На фоне этой тревоги все по-разному относятся, во-первых, с тревогой, а во-вторых, с чувством привязанности. Вот что он начинает делать? Он начинает закидывать ее смс-ками по 100 в день. Он начинает мечтать с ней о семье и придумывать имена будущим детям. И дальше 1001 гипотеза, что он начинает делать именно в этом месте. Но явно его отношение и поведение меняется. Возможно, девушка привязывается и чувствует привязанность не так скоро, как он. И она еще находится на этапе, когда она к нему присматривается. А тут он вдруг говорит, такой... речь максимум месяц. То есть. Да.
Ну вот он через месяц уже, ну а что такое у нас месяц? 4 выходных, в кино 2 раза сходить. Ну, согласись, это не так много, чтобы вот прям чувствовать привязанность, как мне кажется. Вот, и, возможно, девушка еще этого не ощущает, а он уже начинает ее душить. И вот возможно, что именно в этот момент девчонки такие, не-не, типа, чувак, что-то... Причем с развитием его вот этой паранойи такое ощущение, что с каждой новой он хочет быстрее и быстрее этого достичь. Ну, знаешь? Да. То есть, может быть, с первой он такой... Что, опять нет? Знаешь, опять нет? Да, через месяц было, а там с последней уже на второй день. Все, мы женимся, да? Ну, естественно, я придумал, что когда ты говоришь, что он такое не так делает, я подумал, что он, безусловно, просто себя привязывает, ну, физически к ней. Ну, нет, ощущение от письма действительно, что как будто он ее... То есть у меня все фантазии о миллион смс-ок, контроле, рассуждения о будущей семье. Во-первых, через месяц девушки могут в это просто не верить, потому что когда вдруг в тебя так влюбились, знаешь, что тебя начинают душить, через месяц ты думаешь, ну, наверное, он так себя со всеми ведет, и еще он какой-то странноватый, что он на меня набросился. Второе, это может быть, правда, стать страшно и душно, потому что это фантазия, что девушки все хотят сразу в серьезные отношения, хотят замуж и любовь до гроба. Вот. И у нас, в общем, большой вопрос, что он действительно делает. Можно посоветовать, обратить внимание, что конкретно в тот момент, когда он поймал вот это ощущение, что он к девушке привязался, как меняется его поведение. И, может, это станет для него ответом к тому, что он начинает такое делать, что человек это может просто пугать, отталкивать, или, может быть, он начинает стараться быть каким-нибудь идеальным партнером, чтобы его в очередной раз не бросили. А это тоже не всем нравится. Его, в общем-то, как он пишет, как хорошего парня и бросают. По-дружески, без конфликта. Такая знаешь. частая отговорка. Ну, я думаю, процент тех, кого бросили, ты прекрасный человек, дело не в тебе, дело во мне, ну, он на 90% больше, чем тех, кого бросили, ты ужасный человек, дело Нет, в ну тебе. почему иногда можно там типа, да слушай, иди ты, ну то есть со своими там историями. Но так как он говорит, что все время это происходит типа на дружеской волне, возможно, он становится каким-то типа слишком хорошим. Понимаешь, Может, ему ему это говорит, просто слушай, пока ты еще хороший мало парень. лет, и, ну, условно, его просто там, не знаю, он все время попадает в эти френд-зоны, знаешь, которые такие. Слушай, ну если ему это мало лет, тем более странно, что ты там парень, которому там, я не знаю, 17, 18, 19 лет, вдруг через месяц сразу чувствуешь свою привязанность. Ну, значит, ну, то есть тогда это уже попахивает какой-то болезненной привязанностью. Знаешь, что надо кому-то себя привязать, как ты говоришь, как будто в прямом смысле, и чем быстрее, тем лучше. Конечно, люди будут бежать из таких отношений. Я согласен, потому что выглядит так, как будто он действительно немного параноидальный, ну, в том ключе, что он говорит, каждое мое знакомство с девушкой заканчивается. Ну, типа, так а ты не хочешь просто потусоваться в этой жизни? Ну, не воспринимай каждую женщину потенциально своей будущей спутницей и так далее. Ну, это типа, раз, а во-вторых... Просто с кем-то по пьяни переспи, я не знаю, не перезвони сам. Вообще, сам кому не скажи, на второй день вашего знакомства скажи, мы расстаемся. Перестань быть таким хорошим. Да, дело не в тебе, дело во мне. Ты просто такая хорошая, а я еще лучше. Ну, да, мне об этом говорили все предыдущие девушки. Мне, плюс я еще, когда прочитал письмо, мне показалось, я для себя строю образы, да, тех людей, которые пишут. Да. Мне он показался немного, конечно, очень таким меланхоличным, знаешь. Таким, типа... Да, который вот в нашем обществе и женщины... такой теленок, который хочет кому-то, прибиться. Да. А наше же общество такое, я имею в виду, нас так долго, я имею в виду, на протяжении столетий государство дрочило, что женщина подсознательно хочет себе выбрать какого-то, более или менее такого неотесанного какого-то бугая, который хоть, блядь, шалаш построит, когда мы все налоги заплатим, блядь, в счет государства, у нас ни хера не будет, понимаешь? Она на него строит, такая, блядь, что, блядь, любовь строить? Да ну нахуй. То есть он может не подходить по темпераменту, он, правда, может быть душным в этом, да, и... Нормально, тип написал, мы ему еще тут накинули, да? Ну, братан, ты как хотел? На что ты рассчитывал? Нет, на самом деле мы же тут, как мне кажется, мы даем ему ключик. На самом деле это интересно. Я даже, когда прочитала это письмо, я начала задумываться про себя. Что во мне меняется в момент, когда я чувствую привязанность к человеку. И точно меняется. Просто для нас это как будто происходит органично, да, у нас появляются там какие-то фантазии, какие-то страхи. Мы начинаем либо проверять партнера, знаешь, вести себя как фиг знает кто, либо наоборот начинаем, почему ты мне не пишешь. То есть у всех разная, да, история? Слушай, если брать меня,
самые мои последние отношения, когда вот они, скажем так, из знакомства переросли, условно, вот в эти отношения, Да. ты говоришь, как я начал меняться, я, безусловно, сильно начал париться, а тот ли это человек, с кем я должен построить семью. Ну, то есть я думал с ней построить семью, надеюсь, она тоже, но я такой думал, а тот ли это человек? Понимаешь, откуда-то взялись эти сомнения странные, такие тупые. Но я ничего не мог с этим поделать, вот так. Я тогда начал пить и подсел на наркотики. В смысле, я не знала, что с этим делать. Это неправда, я имею в виду, если сейчас. Это для какого-нибудь этого телеграм-канала Маш, блядь, вот это. Я колол героин себе прям в очко. Вот это, знаешь, история. Но дня 2, недолго. Это боль победила привязанность. О, кстати, прикольно так. Ну, вообще крутая аналогия, раз мы говорим про привязанность, наркотической привязанностью. Как будто и страшно быть кому-то привязанным, потому что это как будто ты садишься на героин, и никто тебе уже не поможет. Ну да, тут парень выглядит как этот, поставщик героина. Как героинчик. Да, Нет, хочешь он выглядит... бесплатно, смотри, 400 килограмм, вообще на всю жизнь тебе. Не надо будет Нет, ничего наоборот, он взамен. к девушке как к дозе как будто относится. Где ты, знаешь, я к тебе Это привязана. тоже, Она, да, нет, да. нет, Ну, нет. короче, как будто больше хотелось информации. То есть все-таки интересно понимать, сколько ему лет, потому что если ему там лет 30, то это уже, сформировавшийся человек. И, наверное, Слушай, это другая уже проблема, которая типа, все, ты просто такой. А возможно, ему там лет 17, и он просто, вышел в этот взрослый мир. Слушай, ну согласись, с одной стороны, прикольно и фантазировать на письмах, потому что у нас не просто так возникают ассоциации, да, у меня же какое-то удушение, что-то вот от него душное, у тебя прям сразу с наркотиками тяжелыми ассоциация, хоть и в шутку возникла, то есть что-то тут какая-то такая болезненная привязанность. Но круто, когда вы нам пишете, сколько вам лет. Тогда, мне кажется, гипотезы интереснее выстраивать, потому Да. что это же большая разница. Легче Мы же говорим, понимать да, о человека, возрастных да, конечно. кризисах. Нам важно понимать, если это подросток или, представляешь, этому парню 42. Да. Это же совсем другая история, поэтому очень круто. Вы можете писать, не писать, у нас нет никаких фильтров, но классно, когда вы пишете возраст, правда? Да. Мне кажется, что всем интересно задуматься о том, как они меняются, когда они чувствуют привязанность. Для меня это прям, знаешь, был как, типа... Я особо такой сильно об этом не маленький парился. квест. Наверное, да. Наверное, Не, да. не в смысле париться, а это опять как мы знаем себя, да? Ну, то есть, что с нами происходит. Я имею в виду, я никогда об этом не думал, постфактумом. То есть, а когда это происходило в онлайне, я такой, да, я вроде такой же, как и есть, я особо не поменялся. Да, но когда ты в моменте, это же трудно об этом думать. так об этом и но речь. круто попробовать себя поймать в моменте именно. Знаешь, типа посмотреть следующий со раз стороны, поймаю, да. а что такое со мной происходит, почему я начал себя так вести. В следующий раз я сделаю селфи до отношений и после. Ты знаешь, мне как-то один парень сказал, он говорит, я с таким трудом опять нашел твой телефон. Я говорю, что случилось? Он говорит, я просто понял, что если его не сотру, я буду тебе писать как сумасшедший все выходные, и ты точно больше никогда не подойдешь к телефону. Вот тебе пример того, что человек знает свои ограничения. Он говорит, я понимал, что я буду тебе слать сообщения каждые 2 часа, и реально буду выглядеть как, повернутый. И говорит, и я стер везде, где мог, телефон, чтобы я просто не мог написать. Я всегда так делаю. Ну вот, видишь? Вообще со всеми. Вообще Вот, со всеми. видишь? Да. А ты говоришь, что я с более этим того, делать? я чувствую, наступает вечер. Я такой, о, быстрее, быстрее, удалять, все удалять. Ну вот видишь, значит, если он про себя, например, поймет, он сейчас послушает, он говорит, а что, не надо писать каждые 2 часа сообщения? Да. 2 часа это так А что, долго. можно стереть телефон? Вот оно что. И, возможно, будет больше... Имеется в виду, это контрмеры, но это же не меняет тебя как личность, понимаешь? Слушай, хорошо. шаг за шагом. Никто не обещает, что ствол начнет в другую сторону сразу расти. Но ведь взаимоотношения — это и есть подстройка. Ну, то есть ты держишь себя в руках. Да, у него понимаешь? нет взаимоотношений. Все рушится через месяц. Мне кажется, если ты молодой, может быть, тебе на какое-то время вообще забыть выстраивать именно отношения с каждой девушкой, с которой ты встречаешь. Просто же, я не знаю, проводите время в кайф. Понимаешь? Хотя, опять же, тут мало информации, поэтому я додумываю себе образ. Он вот пишет, что дело в том, что я знакомлюсь с девушками, поначалу у нас идет все хорошо. Но я думаю, он молодой, потому что, смотри, общаемся, гуляем, целуемся. Есть, да, ощущение, что... Целуемся, блин. Я так уже давно не придавал этому значению, что ты целуешься, понимаешь? То есть, я помню из молодости такой, мы поцеловались, вау! Кино. У меня сейчас был секс, когда я даже не целовался. Блин. Хотел добить эту шутку, и не с человеком.
Это был тот период, когда я колол себе героин в очко. Но я думаю, что он просто молодой, еще раз говорю, что хорошо, общаемся, гуляем, целуемся. Иногда даже дело доходит до постели. Знаешь, может быть... Ну, у меня были такие друзья в молодости, когда мы смотрели на парня и не совсем понимали, почему он с этой девушкой, потому что, ну, непонятно, по каким причинам она с ним, но мы приходили к выводу, что он с ней, потому что он когда-то своему другу сказал, типа, ну, условно скажем так, она вела... Потому что он проиграл в карты, что ли? Не-не-не, ну, имеется в виду, почему он так за нее держится, хотя она позволяет себе, ну, достаточно, скажем так... Привольное поведение? Привольное, да, поведение, особенно по меркам того региона, в котором мы жили. И он когда-то своему другу, там, в пьяной какой-то беседе в 3 часа ночи сказал, он говорит, слушай, мне так много не сосали никогда, поэтому, типа, я с ней, понимаешь? Здесь как будто то же самое. Иногда дело доходит до постели, то есть, возможно, для него сейчас это так важен, ну, как для любого молодого парня, так важен этот момент секса, что он пытается его, ну, знаешь, вот со всеми найти. Такой, так, как его получить? Надо гулять много, надо много целоваться, надо хорошо общаться. Так, все, я тут... И девчонки такие. Слушай, все от нехватки вот этого, мне кажется, сексуального образования вот в этом каком-то юношеском подростковом возрасте. Потому что я, когда вышел в жизнь, я тоже о сексе вообще мало чего знал. И, понимаешь, я бросался вообще на все. Я не знал, как его добывать. Условно, у меня как-то получалось. Звучит все время, как будто ты добывал огонь. Так и было, да так и было. Слушай, тебе любой парень скажет, никто в 18 лет так легко не ну, за исключением каких-то там супер самоуверенных себе типов, понимаешь, там, которые, я не знаю, которые так Капитан команд по регби, да? Да. Ну ты все время такой, и ты такой, у тебя случался секс, ты такой, так, как я его добился? Ага, вот так, я подобрал ее пьяную на остановке, все. Я буду сейчас... Бездыханная. Да, и ты обходишь все остановки опять, понимаешь? Ну, ты пытаешься повторить эту модель поведения, как это получилось. Потом же, спустя время, ты такой, так, ну окей, его не так сложно добывать, не надо сильно из себя кого-то строить, местами даже, условно, ты откровенный, гораздо более, как сказать, сексуально желаемый, чем ты тот, который такой, так, надену ремень, блядь, такой с бляхой, даст за него. Ну, знаешь, прическу себе сделаю. Как дуть? Руки покажу, закатаю вот эти рукава своими. Ну, тогда можно, если исходить из того, что он еще очень переживает, то можно ему сказать, что девушки переживают не меньше, поэтому меньше тревоги, больше удовольствия. Да. И обрати внимание, что ты начинаешь делать, когда привязываешься к девушке. Слушай, но он обратил внимание, он понял, что он начинает делать, и что это, типа, уменьшить как минимум это, Ну да, да, как-то регулировать это и подумать, что, может, это действительно отталкивает, что тебе... Блин, а может быть тебе еще найти одну девушку? Ну, Да. заебать ее так, как ты это делаешь. Да, а потом... И в тот момент, когда она тебе говорит, слушай, Такой, дело не в тебе. Да, понимаешь, сказать, так. Это я уже слышала. Да. Давай поймем, типа, что все-таки произошло. Я тебя отпускаю, ты сейчас уходишь, все, мы никогда не увидимся, но дай мне эту обратную связь. Здравствуйте. Я замужем. Случилась следующая ситуация. В телефоне мужа прочла переписку с его подругой, где он с ней делится своей жизнью, в том числе и отношениями со мной. Прочитав несколько сообщений, выяснилось, что в начале наших отношений он был не свободен и был в отношениях с женщиной старше. Как он потом объяснил, что он с ней ничего не поддерживал, просто не получалось окончательно поставить точку. На данную ситуацию я закрыла глаза и решила поверить мужу, так как сама проходила отношения, в которых не было ничего, но было сложно их закончить. Помимо данного откровения, в переписке... запятые ставьте! Помимо данного откровения, в переписке мой на тот момент еще не муж, а молодой человек писал не самые приятные вещи обо мне. То, что я толстая, ужасно, да? Как хорошо, что я не женщина. Как хорошо. А думаешь, про мужчину нечего написать? Не, я имею в виду, ну, грубо говоря, в целом просто даже самой женщине сказать, что ты толстая, плохо. А то не тебе, не женщине сказать, а ее подруге, понимаешь? Ужас. То, что я толстая, то, что веду себя не всегда правильно. Вплоть до того, что маникюр, который я делаю, хуйня. И что он все это исправит.
Все высказал, муж извинился, старается всячески исправить ситуацию. Но моя самооценка теперь на нуле. Теперь появилось сомнение в нем. Начала думать, что он может мне со временем изменить, что я недостаточно хороша. Когда задавала ему вопрос, раз я такая, зачем ты вступил со мной в отношения, и продолжал их, я пыталась их несколько раз закончить, он отвечает, что видел перспективу. Не знаю, как теперь быть, забыть не могу, но простить простила, чувствую, что меня использовали в каких-то своих целях. Хотела бы уточнить, что до того, как всплыла эта переписка, мы были в замечательных отношениях. Да, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот это уже, знаешь, копировать, вставить вот эту вот историю. Были в замечательных отношениях, я была уверена в его любви, верности и порядочности. Что делать в данной ситуации? Стоит ли поверить человеку продолжить брак и как это сделать? Как с этим справиться? Или человек, который изначально был не в восторге от тебя, рано или поздно уйдет? Ну, в целом ты можешь подождать. Пройдет рано или поздно, и посмотрим, уйдет он или нет. Слушай, но она говорит, что теперь у меня есть сомнения относительно того, насколько он навсегда со мной, потому что, прочитав эту переписку и поняв, что он сомневался ранее, я думаю о том, что он может уйти. Вообще, в целом, конечно, это ужасная ситуация. Вообще, вот так прикинь, найти переписку, в которой твой партнер пишет твоему другу что-то очень плохое про тебя. Своему, наверное. Ее подруге. Ну, неважно. Она нашла переписку, где, по-моему, своей подруге пишут про нее, что да, у с нее его подругой, толстая жопа, что у нее ужасный что она неправильно маникюр. себя ведет, ужасный маникюр, да, и так далее, и так далее. Да, сейчас они муж и жена, и это плохо, она это все очень плохо. Нет, я согласна, что ситуация очень неприятная. Как бы мы ее не препарировали, это очень неприятно прочитать нелицеприятные вещи еще за своей спиной. Но, отвечая на вопрос, что теперь как будто у нее нет гарантии, что он ее не уйдет, если с самого начала сомневался, я могу ее успокоить, что у нее нет гарантии, что он от нее не уйдет, даже если бы он с самого начала не сомневался. Это да. Уходят и те, кто в самом начале совершенно беззаветно влюблены. То есть это никак не страхует нас от того, что отношения могут закончиться, ровно как и то, что он вначале мог сомневаться. Может, у нее там хохлома на ногтях была. Ну, если это происходило в Вологде, то это нормально. Мне кажется, там такое. Слушай, ну тут такое, знаешь, как будто история типа... Ну, короче, не знаю. Может быть, он правда сомневался, да? Может быть, он был не уверен, что она останется с ним. Иногда бывают вот эти тоже разговоры, ну, вообще не знаю, у нее еще жопа толстоватая, вообще какой-то маникюр. Слушай, ну, я не хочу быть моралистом, да, и уж тем более идеалистом, и сейчас я как будто предам мужское сообщество, но в целом, конечно, поступок мудацкий. Ну, вот если встать на сторону женщины, поставить себя, и твой муж пишет кому-то, что, ну, вот такие вещи про тебя, конечно, это мудачье страшное вообще. Вообще, в целом, ты другой женщине, про свою женщину пишешь. Вообще такое ощущение, что это не подруга, а любовница. Как правило, любовницам, да, такие вещи? Не, наоборот, как раз с подругами могут. Ну, то есть ей дружат же парни с девчонками, как раз подруга, она говорит, ну, что там, значит? Она говорит, ну, блядь, маникюр у нее, не знаю, наверное, договорюсь с ней, она что-то лепит, какие-то камни на него, знаешь. Ну, это даже про маникюр звучит даже забавно скорее. Но смотри, есть же такая тема, что если мы будем все знать, что о нас говорят за спиной, то мы вообще не будем никто общаться между собой. Ну это как пить дать, конечно. Вот, а потом же есть такая история, что друзья, правда, обсуждают между собой там своих партнеров. И зачастую это происходит именно для того, чтобы не разжигать конфликт со своим партнером. Ну, то есть могут встретиться подружки, да, она, значит, сядет и скажет, вот он там это, вот он то, и вообще это уже невыносимо, и он так сконцентрирован на себе, и все истории, вот это вот все. Ну, то есть неважно, да, у кого какие вопросы, а потом, как это называется, выговорится досыта и без греха, а потом с легким чувством вины вернется домой и с удовольствием ляжет под бочок. Слушай, да, все верно, но ты правильно, ты видишь, даже сейчас, рассуждая об этом, ты говоришь «поговорить». Я имею в виду, ты же совершил, получается, идиотскую ошибку, написал, а это документ подтвержденный. Слушай, ну сейчас... Потому что ты рассказал своей подруге, эта подруга потом рассказала ей... Записала тебя на диктофон. Да, она рассказала ей, и ты все равно такая... Возможно, она пиздит. Понимаешь? Наговаривает я и так далее. Я с тобой согласна. А тут
Такой документ у тебя. Ну, блин. Я с тобой согласна, что если, наверное, имеет смысл... Ну, слушай, сейчас для многих общение и поговорить, это и попереписываться, да? Ты говоришь, что как бы с точки зрения, ну, как бы с прагматичной точки зрения лучше уничтожать все цифровые следы. Я думаю, лет через 10 в мире вообще не останется тайн. Вообще, в целом, просто. Ты можешь заходить на какой-нибудь придумать Но ты сайт. согласен, что люди могут обсуждать, Да, условно это говоря, конечно. за спиной, это нужно Конечно. делить на 10, потому что зачастую это для того, чтобы просто спустить агрессивную энергию, которая возникает во всех парах. Абсолютно верно. Ты пожаловался другу, выговорился, а потом думаешь, да, ну, в принципе, в общем, как это правило, такая ерунда, знаешь? Происходит в красках и так далее. Ты Да, употребляешь всякие словечки. Да, иногда ты ловишь азарт, и вы уже вместе ржете, это уже не столько про нее, сколько вы просто угораете на эту тему. Вот, и у тебя, в общем-то, если, ну, как бы помимо этого есть какое-то теплое отношение, ты еще с большей какой-то теплотой возвращаешься к этому человеку, потому что у тебя вообще уже это все не, ну, как бы не волнует, то, что вы уже поржали по этому поводу и обсудили. Вот, я ни в коем случае не говорю, что, типа, это, ну, классно обсуждать за спиной в таких терминах и с подругой. Каждой девчонке было неприятно это все прочитать. Но я это говорю к тому, что давайте делить на 10 и вспоминать, как мы... Она что-то говорит о том, что я... Ну, то есть она тут говорит, что я там что-то тоже так же делала, поддерживала отношения с бывшей. Он поддерживал отношения с бывшей, говорил, что уже ничего не было, но это я поняла, потому что у меня была аналогичная ситуация. Когда я общалась с бывшим, но уже не было ничего. То есть она способна принимать, что если вот у нее так же было, ну тогда я думаю, что все, кто оказывается в таких ситуациях, вспомните, что на самом деле... Потому что мы иногда так обижаемся из позиции, как будто мы вообще ни о ком ничего не говорим. Согласен. А на самом деле и подружки между собой всегда третью обсудят. Знаешь, это как говорят, что типа в хорошей компании страшно первым из-за стола выходить. Ей надо, да. Ей надо этой же подруге про него написать всякие гадости. Ну, коль уж эта подруга Ты знаешь, мне является интересен второй вопрос. мусорным ведром. Когда ты лезешь в телефон своего партнера, Что ты хочешь там найти, зачем да? ты это делаешь? Ну да, И да, тут есть два варианта. Либо ты лезешь туда, чтобы расстаться, либо ты лезешь туда, чтобы сблизиться. Сблизиться. Ну, это типа, как? выяснить отношения и, в общем-то... Расстаться. То есть, в целом, нет, 100%, когда ты лезешь в другой телефон, я никогда не понимаю, что ты там хочешь найти. Никогда. Я сам так делал, и вот постфактум я думаю, а что я, блядь, хотел найти? Что? Ну, что куда она вот писала что-то? Боже, он такой потрясающий. Это просто великолепно. Надеюсь, он когда-нибудь это прочитает. Ну, блядь. Но есть еще такая идея, что мы можем предположить, то, что мы можем сказать этой девушке, что если ты лезешь в телефон, то, возможно... Ну, то есть иногда лезут в телефон для того, чтобы закончить отношения. Либо уже есть какие-то вербальные знаки, что что-то не так, и просто лезут Или их ты сам подтвердить. хочешь закончить отношения. Далеко не каждый человек готов быть плохим. Да. И уходить из отношений, которые вроде как выглядят типа классными. Да? Кто там хотел кому изменить, это еще большой вопрос. Это гипотеза, но порой люди, у которых у самих есть желание изменить, условно говоря, лезут в телефон для того, чтобы быть обиженным, и уже опираясь на то, что «ах, ты негодяй», или «ах, ты негодяйка», делают то, что они изначально сами и хотели сделать. Может быть, она хотела ему изменить, полезла в телефон, чтобы, в общем-то, собственно, этот скандал. Потому что она пишет, что у меня вот, прочитав это, моя самооценка упала на 0. В это я никогда не верю. Если самооценка была хорошая, от такого на 0 она упасть не может. Конечно. Это, безусловно, неприятно. Это, безусловно, может задеть, да, человека. Но чтобы самооценка упала на 0, о нет. Значит, она уже была низкая, значит, ты понимал, что у тебя что-то не так с Или маникюром. самооценка там никуда особо не упала. Да? Если ее не устраивает размер ее попы, да, то тогда это уже вопрос ее взаимоотношений с ее телом. Тогда он констатировал факт просто и все. Да, если ее устраивает, тогда, в общем-то, в принципе, как бы о чем разговор. Самое забавное, что если все, что он написал этой подруге, правда. Ну, прикинь, она в этот момент прочитала и такая на жопу в зеркало смотрит, говорит, ну, блядь, большая. На маникюр такая, уродливая. Ну, прикинь, в какой-то момент просто такая. Она такая, хочу изменить ему, надо найти повод. Залезает туда, он такой, у нее толстая жопа, она такая, хотела изменить, а жопа-то и правда толстая. И трагедия реально в этом, ведь толстая жопа не С чем изменяет. же изменить с такой жопой? Ее-мое. Да. Что там за парень им первое письмо писал, блядь?
которые бросают через месяц. Блин, это очень важный момент. И очень... Майя, мне кажется, это надо, наверное, знаешь, какой-то семестр на первых курсах института преподавать, вот это вот, вырабатывать иммунитет, не лезть в чужие гаджеты, переписку или еще что-то. Почему не лезть? Может, она хотела с ним расстаться или хотела ему в отместку изменить. Она полезла за Ну это. все, что? И получила, что Подошла, она сказала, я тебя бросаю. Дело не во мне, не в тебе, дело во мне. У меня толстая жопа, ужасный маникюр. Я вижу, что ты пытался это изменить, но ничего не вышло. Становится с каждым днем только хуже. Нам не по пути. Нам не по пути, да. Окей, давай пофантазируем. Вот там у нас маникюр, жопа и там еще что-то. Вот что бы тебе было неприятнее всего увидеть про себя? Вот 2-3 пункта. Что бы тебя могло расстроить? Слушай, что меня может обидеть? Какие есть вещи, которые я, например, в себе скрываю? Например, у меня там, не знаю, может быть, как я думаю, плохой вкус. Да? Но если это кому-то напишет, у него такой ужасный вкус, так я знаю это. Поэтому я тебя и выбрал, да? Опять же, я не додумался до этого, кстати. Хороший панч, нет? Я вот не знаю. То есть, наверняка есть какие-то слова, которые, прочитав я. Но вот, смотри, это, скорее всего, будет что-то, о чем я даже боюсь думать, понимаешь? То есть, если что-то, что я знаю про себя, это меня не обидит, потому что я умею про себя, научился со временем принимать правду. Я точно знаю свои слабые стороны. Но наверняка есть что-то, это, возможно, тонкие настройки, на которые укажут, и я такой, понимаешь? Да. Может быть, что-то, что я думал, что я это победил, например, а на самом деле нет. Вот, делаем из этого вывод. Если это в нее попало, то, что она прочитала, значит, в первую очередь ей нужно разобраться со своим телом, отношением к своему телу, отношение к своему браку, и отношение к своим желаниям, кто там действительно чего хотел. А пока не разберется она с этим, мужа пока можно оставить в покое с этой там перепиской сколько-то летней давности. Потому что дело действительно не в ней. Ты имеешь в виду не в ней, не в переписке? То есть... Слушай, все верно, абсолютно верно. Тут такая же история, как сейчас тренд на обижаться на юмор. Но в юморе, мы уже с тобой обсуждали, в юморе обижаются только на правду. Вообще для меня это парадоксально. На то, что задевает, да, обижаются куда попадают. на правду. Да, в смысле, если не говорить тебе правду, это не значит, что так не будет. У тебя толстая жопа, а тебе все говорят, боже, не жопа, а персик. Такой аккуратненький, и ты такой, действительно. Это субъективная оценка. Я образно сейчас говорю, безусловно, обобщая и так далее. Я вот про что. Удивительное это желание людей обижаться на правду. Потому что она фоткает свою жопу, скачивает какое-то приложение, которое эту жопу, делает, во что-то невероятное, выкладывает, и потом смотрит так целый день на нее, вот так пристально, такая, да, действительно такая. Я думаю, что люди обижаются не на правду, потому что все-таки правда это субъективно, особенно в размере жопы, а люди обижаются на то, что действительно их задевает. То есть то, что является их проблемой. Понимаешь? Да. То есть если ты не считаешь, что у тебя большая жопа, уж раз мы к ней привязались, то тебя не обидит эта шутка. Понимаешь? А если ты по этому поводу комплексуешь, и так касаемо всего. То есть тебе говорят, у тебя большая жопа, ты такой, нет, для меня это нормальная жопа, вообще не кинь. А если для тебя самого это правда, ты такая, ложась спать, у тебя настолько большая жопа, что ты немного вот так спишь, люди обижаются на то, что они... Ты такая, действительно, не дай бог прочитаю эту переписку. То есть люди обижаются на то, что они сами считают правдой про себя, правильно? Да. Вот как-то так. Да. Тогда это уже... Да. Это опять же субъективно, но уже с другой стороны. Не-не-не, конечно, но... Я тебя обожаю. Как-то ты так, хренак, ты такой, так и есть. Так, очередное длинное письмо. Я постараюсь его сократить. Но, возможно, каждое слово важно. Здравствуйте, моя история длинная. Я постараюсь рассказать ее кратко и донести всю суть. Нихуя не вышло. Кайф. Итак, я девушка, мне 24. Год назад познакомилась с парнем на 4 года младше меня. 24, значит, парню 20. Это были отношения на расстоянии. Он работал в одном городе, я жила в другом. Виделись редко, все было мило, хорошо. Поступки, подарки, внимание. Потом все изменилось, когда я пару раз предъявила претензии из-за общения с другими девушками. Поясню, что без веских причин я никогда никому претензий не высказываю. Все начало потихоньку рушиться. Постоянные ссоры, нервы, обманы с его стороны.
Все это время он был на лайте, а я в яме из нервов. Расставание произошло в его духе. Однажды утром в одной из социальных сетей я вижу фото с другой. Я всячески пыталась выяснить причины, но все было тщетно. Прошло достаточно времени, прежде чем я отпустила эту ситуацию. Тогда это не было концом. Спустя какое-то время мы случайно встречаемся, происходит всплеск эмоций и воспоминаний. Все ограничивается поцелуем. И это еще не конец. Это еще даже не середина. Еще спустя время он сам выходит со мной на связь. Просит встретиться. Я ему не отказываю. И это снова был всплеск эмоций, воспоминаний, потрясающий секс. Всем своим отношениям он показал, что хотел бы вернуть все. Но все снова затихло. На несколько месяцев. И уже спустя какое-то время я узнаю, что он женится на ней. На той, видимо, которая на фото. Достойная его партия, как я считаю, ведь у нее есть и квартира в одном из крупнейших городов страны. Я бы на его месте тоже не упустила такой шанс. И в этот же день, когда я узнаю о его свадьбе, мне поступает от него самого предложение о сексе без обязательств. Ну, я, недолго думая, соглашаюсь. Что терять? Секс с проверенным человеком. Да и я свободна. И благодаря ему мои взгляды на жизнь стали шире. После своей свадьбы он был у меня несколько раз. Только это уже не эмоциональные всплески, а просто сексуальное влечение, страсть. Может быть, потому что я подсознательно знаю, что этот человек уже точно не принадлежит мне. На данный момент времени это вся история. В ней много различных нюансов, не играющих важной роли. Так вот, я не чувствую за собой вины за то, что он со мной изменяет своей жене. Я не претендую на него, я не хочу рассказывать ей об этом. Но меня все равно совесть мучает. Но иногда я задумываюсь над этой историей и не могу найти ответа на вопрос. Что именно заставляет его возвращаться именно ко мне? Что им движет? Ведь ехать ради секса ко мне за 200 километров, как по мне, полнейшая глупость. По мне тоже. Но это же очень далеко, нет? Да, но я имею в виду, если ты куда-то за сексом едешь 3 часа, им надо заниматься как минимум 3 часа 5 минут. Чуть дольше, чем ты за ним ехал, нет? Хотя бы в одну сторону. Да. Да и не сказала бы я про себя, что в плане секса я профессионал. Туда не знаю. Это любовь. Смотри, как тебя грамотно подвели к правильному ответу. Да, ты заметил? Да. Я раскис с этим шоу вообще. Я правильно сказал, ты шлюха, чума. Очень надеюсь на ваш разбор. Может, он поможет понять то, чего я сама еще не осознала. Очень надеюсь, это мой... Слушай, такая история. За 200 километров тип едет, нифига себе. Учитывая, что она не профессионал. Мне почему-то, когда длинные письма, мне хочется, знаешь, саммари подвести. Значит, они переписывались, у них были отношения, потом она его спалила с фотографией, потом он сказал, что они с этой девушкой расстались, у них еще несколько было страстных встреч, а потом она узнает, что он женится, буквально в эти же дни, в этот же день, как она узнала, секс, он ей пишет и удостоверяется, что она еще есть. Значит, и они продолжают отношения параллельно с его браком. Все так? Да, все так. И она искренне, в какой-то момент уже начинает задумываться, что я почему не понимаю, он что он ко мне ездит. Да, вроде как бы я и не потому что не письку в рот я не беру. Так она не говорила. Это я додумал. Для меня, если женщина пишет, я не профессионал в сексе, там явно дело не о минете вообще там. Знаешь, вот эта история, когда и это только для мужа. Он такой, чисто технически я уже муж. Да, но не твой. Но мог бы быть. Слушай, знаешь, мне интересно это письмо еще тем, что она спрашивает все время, что с ним не так, зачем он едет и вообще, почему он себя так ведет. То есть как будто бы это такое письмо, я хочу познать себя через другого. То есть невозможно как будто задать вопрос, что вообще со мной не так. У нас же были отношения, потом вроде, разлад, потом воссоединение, потом он женится, и я такая, конечно, приезжай, да, то есть напрашивается вопрос, что со мной, точнее не то, что со мной так, зачем мне подобного рода отношения? И зачем я жду мужчину за 200 километров, который только что принял решение, что он хочет проводить большую часть своей жизни с другой женщиной. То есть она либо фразой, что я не особо верю, что это ради секса, потому что в сексе я не огонь, она либо хочет подвести тебя к тому, что ты сказал, значит, это любовь, потому что она же нам сказала, что там, возможно, квартирный вопрос решился. Понимаешь?
Вот. Либо она хочет нарциссического подтверждения, и тогда бы ты мог сказать, ну нет, милая, возможно, ты действительно огонь. Раз он из брака, сразу к тебе за 200 километров. То есть тут как бы два варианта. Да? Либо это любовь, либо ты огонь. Ну, то есть тут запрос такой, да, к нам. То есть мы Это должны... в целом две невероятные причины, ездить не за сексом. Я имею в виду, из брака отдельно. Явно она там огонь. И за 200 километров еще. А тут еще и в одном все, представляешь? То есть... А на самом деле дело в том, что любовник / любовница – это ангел-хранитель семейных отношений. Надеюсь, сказал, женатый человек это? Идея в том, что он, да, то есть для него невозможно находиться в близких отношениях. Я недавно услышала термин, тоже вроде понятно, но не использовала. Интимофобия. То есть для него, это, кстати, вот в выпуске Пивоварова про то, как люди сидят вместе, там выступал, да. Говорили о том, что есть интимофобия, что это душит, это невозможно. И вот, это у меня. Вот. И тогда у него, возможно, как у тебя, необходимость разбавлять эти отношения. Поэтому как только он сделал предложение, он такой, я на это решился, но пока я это не вывожу, поэтому ты там точно на связи. И ради этого можно проехать и 10 тысяч километров. Это 1/4 экватора. Просто выебываюсь. Положа руку на сердце, если речь не идет о проституции, где отношения заменяются деньгами, ты не вступаешь в отношения. В любых других случаях секс от отношений отделить очень тяжело. Что касаемо мужчин, что касаемо женщин. То есть это все равно такая, слипшаяся история. Есть люди в отношениях, да, состоят. С большей или меньшей степенью осознанности, да, поэтому я говорю, что когда ты возвращаешься к бывшему или к бывшей за сексом, то там все равно элемент этих отношений в этом сексе, он все равно остается. То есть как нельзя изменить прошлое, так и нельзя стереть то, что у вас были отношения. Да. И поэтому точно так же, как в этом письме, у них началось с того, что это были какие-то там виртуальные, но отношения, да, и то есть сейчас, сколько бы она нам ни говорила, что она относится к этому просто так, как к сексу, во-первых, мы понимаем, что она берет реванш, что выбрали не ее, и каждый раз, когда он приезжает, она выигрывает его жену, вот, а второе, что все равно она не может к этому относиться, как бы ей хотелось это позиционировать, что, типа, это просто секс, да, потому что все равно это началось с отношений. Что-то еще, я как правильно? самый стандартный мужчина, по крайней мере, я о себе такого мнения, я, естественно, думаю, что если девушка с бывшим занимается сексом, то это она надеется на то, что, может быть, отношения вернутся, а если парень занимается сексом с бывшей, то это просто потому, что он захотел секс, и его легко, у нее достать. Но, видимо, да. Нет, я всего лишь говорю про то, что возвращаются не только за чистым сексом, а еще за каким-то элементом отношений, а не то, что ты хочешь такой маленький возобновить. период, что ли? То есть, насколько? На вечер? В смысле, что тебе хочется поехать именно туда, а не только... То есть нельзя секс отделить так от отношений. Ты едешь еще за чем-то, за каким-то ощущением, которое было симпатичным. Но это У меня есть вариант для параллельной вселенной. Для ангара? Нет. И тебе, девушке этой, надо поехать 200 километров в тот город, где он живет со своей женой, в ее квартире, отравить ее и жить с ним в ее квартире, и никуда не ездить. Призыв к экстремизму. Отравление другого человека – это зло. И карается законом Российской Федерации. Да. В общем, девушке не надо обманывать себя, эти отношения для нее важные, для нее это не просто секс. И, в общем, дальше вопрос к самой себе, зачем тебе находиться в этом треугольнике. Тут даже не может быть не вопрос морали и принципа, а если это осознанно, я не буду вступать в отношения с женатым мужчиной, потому что я не хочу иметь дело еще с его женой. Я не хочу играть в этом треугольнике. Вообще, это не моя игра, я да? всегда поражен, если речь не идет о самой, чистой и безумной любви на земле. Я всегда поражен, как, опять же, может быть, стереотипно, как так женщины в подавляющем своем большинстве влюбляются в этих женатых мужиков. Ну ладно, те тоже, конечно, там поливают эту почву. Она меня душит,
Я не могу, ты, вот действительно, да, завтра, все будет, завтра. Это длится там годами, и потом, нет. Ну, кому-то нужны треугольники. Вот почему-то нашей героине вполне подошло. Это же не то, что она узнала вот так вот случайно. Он Нет, на там ее прям глазах выстроено, женился. конечно. Там местами даже спродюсировано все, я имею в виду. Забавно тоже, он мне написал, она узнала, что он женится, и тут он ей написал. Мэм, вы, женщины, так сильно протестуете, когда вы жертва в этой ситуации. Типа, вот сволочь, как ты так поступила, ты почему? Я бы ему написала, иди к своей жене и так далее. Причем при этом, когда вам пишут, он такой, да, приезжай, конечно. А ты где? Да тут за 200 километров. Я думал, она его так заманила. Она ему говорила, я в километре от тебя. Он через километр, алло, он говорит, еще километр. И так 200 звонков было просто. Он уже, знаешь, та критическая точка, когда он уже 101 километр проехал, такой, блядь, возвращаться больше, теперь уже, чем Ему доехать. больше надо к ней, чем ей, чтобы он приехал. Ему надо разбавлять интимофобию, понимаешь? Интимофобия — это типа боязнь остаться, быть с другим фобия человеком. быть да? близко с другим человеком, интимности с другим человеком. Ну, то есть тебе как клаустрофобия. Тебе плохо становится в закрытом пространстве. Тут тебе плохо становится от тесного контакта с другим человеком. У меня интимофобия 100%. Ну вот видишь, наконец-то не я зря нашел ответ. собрались сегодня. Все, шоу закрыто. Больше не будет. Но несмотря на это, подписывайтесь на канал, Да, ставьте да, лайки, да. нажимайте на колокольчик. В следующем и шоу- пишите нам во всех соцсетях, а у нас их много. Придумал шутку, обсуждая письмо, в котором девушка нашла переписку в телефоне. Что типа, зачем ты лезешь в телефон, явно, чтобы что-то найти. Я подумал, что вот в этой семейной драме Оксана Самойлова Джиган, что не Оксана полезла в телефон Джигана, а Джиган полез в свой телефон. И это все разрушило. Все? Ты прекрасен.